Старичок, ты чего? Батарейка села? Бу! Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и волей судеб к нам на обзор попал вот этот редкий китайский разовый рацион питания. Суть в том, что его в России найти и купить невозможно, поэтому стоит он вот столько. Хоть китайцы нам и братишки, ценники они хреначат совсем не братские. Как всегда, давайте начнем с упаковки, здесь есть о чем поговорить. Кто помнит, нечто похожее мы пробовали с вами в 2023 году. У нас тогда был паёк версии А, то есть аварийный. Сегодня же мы попробуем паёк класса Б, разовый рацион питания. Полный аналог американского Мария. Вообще Китай изначально скопировал паёк целиком у американцев, поэтому старые версии выглядели вот так. Или так, ну или вот так. И у меня всегда возникал вопрос, что означают цифры 0,9 или 13, на этой упаковке 20. Первое, что приходит в голову, это вариант меню. Но нет, меню написано чуть ниже, в данном случае 5. А большая цифра, ребят, это модификация, ну или ревизия. 0,9 это 2009 год, 13 очевидно 2013, 20 это 20. И это не год изготовления пайка, это год обновления комплектации. Я не знаю почему, но такой вариант в России не продается. Да и вообще найти такое было очень трудно, поэтому если вас не затруднит, то поддержите выпуск лайком и подпиской. Особенно подпиской, так вы поддержите канал и не пропустите следующие ролики. А то я недавно узнал, что 50% людей смотрят вообще без подписки. Это не очень хорошо. Возвращаемся. Думаю, не нужно объяснять, что сейчас Китай это страна-завод. Но, если раньше в него вкладывали деньги развитые страны для изготовления своих брендов, то сейчас Китай чувствует себя более автономно, так как научился делать бренды сам, и они стали популярны во всем мире. Последний писк моды это лабубу. Вроде как обычная игрушка, но извините меня, производитель этих кукол обогнал по капитализации Газпром. Ну с этим же нельзя не считаться, и Китай продолжает экономически развиваться, а мы ему в этом с удовольствием помогаем. Всю замусолил, блять. Не, ребят, вот китайцы, конечно, молодцы. И РП у них как загадка. Вроде как еда, а вроде квест для выживания. Но в одном они шарят точно, в удобстве. Вот бы ТО проходить так же удобно, как они лапшу вакуумируют. А удобно через автоспот.ру. Я бы с радостью вообще бы не проходил ТО, но раз уж без этого никак, то лучше всего делать это выгодно с помощью сайта автоспот.ру. На этом сайте, выбрав свой автомобиль, у вас перед глазами появляется карта с ценами на нужное техобслуживание. Остается выбрать самое выгодное предложение по расположению и цене, ну и зафиксировать за собой скидку в 2 клика. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький кореец или новенький китаец, за гарантию и уровень обслуживания можно не переживать, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов. Так что с гарантией тоже будет полный порядок. Ну а чтобы скидки были всегда под рукой, скачивайте мобильное приложение Автоспот. Функционал точно такой же, но в компактном размере. Ссылки в описании. Продолжаем разговор. Че терпеть-то? Ну-ка. Давайте разбираться. Помните, я говорил, что они повторяют след за американцами? В принципе, они продолжают это успешно делать, потому что все в одном стиле, примерно такие же пакеты, такой же разогреватель беспламенный, такая же порция блюда. Единственная разница – это вот такой специальный мешочек для того, чтобы ваши ручки не обожглись. Ну и сохраняет тепло. У американцев вместо этого просто картонка. Также эти рисовые гении увеличили количество пакетов, в которых есть вкусняшки, ложку положили в пакет, который, кстати, выглядит гораздо презентабельнее, чем предыдущий. Это практически вилка-ложка. Сразу проверяем качество. Отлетело аж в Серегу, значит качественно.
Влажных салфеток, к сожалению, не положили, но зато есть аж 2 сухие салфетки, что в принципе тоже ничего. Ты попробуй обеспечь 2-миллионную армию. Также есть одна единственная бамбуковая зубочистка. И в принципе по поводу гигиены у них все. Все остальное, кроме вот этого пакета, потому что это разогреватель для основного блюда, является вкусняшками. Ну, единственное, что вот этот пакетик мы добавим тоже к основному блюду, потому что это, я-то знаю китайский. Что это? Давай. Ну, хунь, цюнь, мунь, жир. Подливочка. Поступим следующим образом. Вот это все отдельно отложим и перейдем к основной трапезе. Погнали! Начинаем кашеварить. Беспламенный разогреватель находится в отдельном пакетике, и их тут аж 2 штуки. По внешнему виду химические элементы выглядят точно так же, как они выглядели лет 10 назад. Но раньше была проблема. Они пылили и пачкали пакет с основным блюдом своей химозой. Сейчас такого нет. Качество подняли. Основное блюдо уже находится в пакете для разогрева пищи. Вот такой пакетик весит 280 грамм. Напомню, что порция в российском РП 250 грамм, а в американском МРЕ плавающие 180-250. Для лучшего согрева можно положить химические элементы с 2 сторон пакета. Разогреватель состоит из магния, железа и соли. Точное соотношение – секрет. Запускает реакцию вода. В комплекте есть специальный мерный стаканчик. И обратите внимание на скорость реакции китайского разогревателя. Сразу. Вот это Китай. Значит, надо было сразу его это... Надо было сразу. Чё ж ты не сразу? Горячо. Так детей не сделаешь, действительно. Буквально 30 секунд нам понадобилось, чтобы это все разогреть до более-менее вменяемого состояния, и все равно выглядит это очень странно и непривычно, потому что они разделили лапшу и вот подливку. Вот так выглядит лапша отдельно. Крайне непрезентабельно, крайне слипшаяся. Обратите внимание, ее даже перемешивать без толку, потому что вот ее, если не разрежешь, не разрубишь на кусочки, то ничего не получится. По поводу подливы вопросов нет. Я ее даже когда вскрывал, уже почувствовал потрясный запах тушенки. Вместе с китайскими, правда, приправами, но тем не менее, я чувствую, что здесь что-то такое говяжье лежит. Погнали. Нет, кстати, тебе понравилось. Тебе понравилась эта дичь. Она очень перченая. Первое, что ощущаешь, вот прям стреляет по зубам соль. Во вторую очередь, мощнейший привкус соевого соуса. Ну куда без него? Мясо ты даже не чувствуешь, потому что как будто его тут нет. Хотя кусочки вот они. Ой, жесть. Ой. И слюноотделение сразу. Нет, очень вкусно. На самом деле непривычно, но... Слова вкус, Ближайший родственник все равно это макароны по-флотски. Да. С отголосками пельменей. Вот просто невозможно остановиться. Очень мощный вкус. Уже воздуха не хватает дышать. Я вот все китайские пайки плюс-минус знаю наизусть, потому что у них, все одно и то же, рис либо макароны. У них других меню не было. Здесь макароны. Да, раньше настолько было все ущербно, как-то скучно и невкусно. А тут прям блещет яркими красками. Ты просто раньше был меньше голодный. Я никак не ждал от китайцев увидеть подобное. Впервые в жизни чувствую заворот кишок. Только вот здесь. У меня спазмы пошли. Вот дышать даже сложно стало. Настолько это вкусно. Вот можно язык сожрать, им отвечать. 10, несомненно, только очень мало. Печаль. Что там насчет вкуснях? Следующие 3 пакетика я отмечу из разового рациона питания у нас на столе. Прям перед вами блещет красотой и разнообразием, могу сказать, потому что, вы обратите внимание, как они приблизились к американскому стандарту, к МРЕ.
Добавили разнообразие, добавили рыбу, чего раньше вообще в китайском пайке даже не думать об этом не могли. Вот видите, как китайцы постепенно улучшают свои пайки. Они видят недостатки, они слушают своих солдат и добавляют различные вкусняшки, потому что лет 5 назад об этом даже не мечтали. Вот взять наш паек, да, который изобрели еще, по-моему, в 2014-2015 году, вот эта армия России со звездой зеленой. Ну. Так он сразу вышел идеальный. А здесь, видите, люди стараются, добавили рыбу, между прочим, тунец. Выглядит следующим образом, очень презентабельно, очень классно. Не могу уже терпеть, давайте дегустировать. Вот настолько качественно приготовить рыбу, это надо уметь. Ты жуешь, мясо плотное, волокнистое, как курица, белое мясо. Вот прям копия. Очень пропитано каким-то острым бульончиком, и внутри тоже острота. Знаете, есть перцы, которые вроде острые, но они вкусные. А тут вот просто горечь. Если все это вот залпом съесть, чувствуется, что пересолено. Не хватает хлебушка. Кстати, вот где галеты, видите? Есть еще куда стремиться. За рыбку ставлю 8. Ну, перемудрили. Так, двигаемся дальше. Ну, куда же в Китае без салатика? Здесь он тоже есть. Если раньше у них встречались чаще всего какие-то такие тонко нарезанные маринованные огурцы или какая-то прям зеленая трава, здесь опять же есть о чем поговорить, потому что толстенные кусочки, прям чувствуешь, что это можно хрумкать. Скорее всего, это молодой бамбук. И в масле. Ой, масло какое хорошее. Прям, бля. Я распробовал. Вот если без масла, оно тут явно лишнее. Это прям копия нашей капусточки. Классный. Слушайте, хрумкается. Вот. Прям лучка не хватает. Хотя масло отвратное. Вот это вот я есть не буду. Я даже 10 поставлю. Ну и очень специфическая вишенка на нашем тортике. Вот это блюдо. Ребят, попробуйте, догадайтесь, что это такое. Визуально напоминает, естественно, финики. Ну, какие-то ягоды, ну, что-то такое маринованное прям. Не поверьте. Это бобы. Огромные, китайские. Погнали. Они такие существуют, так? Тут было 10. Они все в тебе. Вот как описать вкус? Я сейчас немного мощнейшая по вкусовым данным мягчайшая фасоль в нежно-сладком сиропе. Даже не навязчиво. То есть там сладким отдает, но совсем чуть-чуть. В основном это во рту превращается в пюре. Очень не хватает свиных ребрышек, но это уже не ко мне. По баллам 10. Очень необычно. Погнали дальше. Двигаемся на финишную прямую, и в завершении у нас энергетический трип. Первый батончик выглядит, конечно, не очень презентабельно. Такое я видел у европейцев, что говорит о том, что они все-таки пытаются приблизиться к этой культуре тоже. Это не что иное, как кукурузные шарики в шоколаде. Другими словами, козинаки. Погнали. Вот она. Наконец-то сладость. Это так невкусно. Здесь все очень скромно. Минимум сахара, максимум слежалости. Как ты по утрам. И погонял у тебя Витя Лежалый. Как будто целлюлоза, картон. Хрень, 2. Надеюсь, второй батончик гораздо вкуснее. Да и выглядит он поинтереснее. Обратите внимание, все ровненько, такой как пирожок. Внутри, правда, ни хрена нет. Но зато цвет очень симпатичный, насыщенный. Погнали. Это очень странная штука. Потому что более обманчивого вкуса я не ощущал. Первый укус делаешь, и полное ощущение, что облизываешь аптеку.
Тут целый спектр. Оно соленое, кислое, горькое, сразу как будто лук. Лежалый такой, проросший. Потом возникает ощущение все-таки микросладости. Если попытаться описать конечный вкус, то это засохший бисквит с небольшим количеством ванили и большим количеством почему-то лимона. Ну, куда деваться? Ну, китайцы. Великие строители стены. Короче, не очень вкусная штука. Остается только запить. Обратите внимание на цвет порошка. Да, он белый, но когда добавляешь воду, вуаля, начинает желтить. Да, ребят, это традиция Китая, которая, ну, видать, не искоренить. У нас также ферри пахнет. Ну, лимон опять, вот этот лайм. Это очень странно. Вы можете себе представить молоко с лимоном? Вот почему-то так, хотя тут вода. И молока точно нет, вот 100%. Просто сластинка такая молочная присутствует. Крайне противная, странная вещь. Но это изотоник, извините. Они скрыли истинный вкус этого дерьма как могли. Всё. Дно. Вот. Не размешал. Блядь. Вы думаете, это все? Нет. Или все? Ну и завершающая вкусняшка на сегодня – китайская жвачка. И даже тут они меня удивили, потому что мало того, что до этого момента в сухих пайках у них вообще даже рядом этого не было, так вы оцените размер. Извините меня, я такой жвачки вообще никогда в жизни не видел. Вот просто для сравнения, вот стандартная наша, да, вот Орбит, а вот китайская. Удивительно, они даже в этом плане американцев переплюнули. Давайте попробуем. Ой, жесткая, толстая, жирная. Ты сейчас про себя? Про жвачку. Я тоже подумал. Правду начал говорить. О! Подойди. У меня теперь свежее дыхание? Да. А чуешь, да, уже? Конечно. Вообще мощь. Мощь. Ой, вообще свежее дыхание. Очень быстро улетучивается весь вкус. Остается только дешевый, жесткий китайский каучук, с которым невозможно ничего, его даже жевать невозможно, неприятно. Про то, что нельзя надуть пузырь, я молчу. Короче, хрень, а не жвачка. Ну а сейчас, как всегда, вердикт. Сразу скажу, что паёк мне очень понравился. Компактный, легкий, примерно грамм 700. По калориям классические 1200, потому что он разовый. Очень разнообразный по блюдам, рассчитанный по адекватному соотношению белков, жиров, углеводов и, самое главное, клетчатки. В бобах и салатике ее точно дофига. Она нам нужна для вывода всего лишнего из организма. По поводу количества и разнообразия меню ничего не известно, потому что интернет дает абсолютно разные ответы, от 5 до 20 разных меню. В общем, хороший паёк. Единственное, я не понимаю, почему у них до сих пор мерный стаканчик для разогревателя. Можно же просто нарисовать линию на пакете, так удобнее. Насчет неадекватного ценника. Ребят, это все из-за перекупов и барыг, так как товар специфический, редкий и почти коллекционный. В Китае стоимость подобного рациона, я уверен, не превышает 10-15 долларов. Но опять же, скорее всего, для гражданских он вообще не продается. Поэтому для меня такие траты оправданы. Вот, как-то так. Ребят, спасибо всем, кто поддерживает канал лайкосиком, подпиской и комментарием. Сейчас это очень и очень важно. Спасибо, что смотрите, и не забывайте, несмотря на замедленный YouTube в России, мы с Серегой это очень и очень ценим. И отдельная благодарочка подписчикам на Бусти. На этом пока что все. Всем удачки, всем пока.